Вот. Поэтому мы вот эту структуру попробуем сейчас пореализовать. Давайте, какие еще вопросы есть? Как мы можем это делать? Да? То есть мы будем делать кривую пиано все вместе. Но через что? Через соединение. Чем мы можем соединяться? Ну, мы можем соединяться руками, например, да? То есть с помощью света. Поэтому мы что будем делать? Мы будем моделировать, что у нас есть левая рука, есть правая рука. Да? То есть как бы вот есть два спина. Один левый спин, другой правый спин. Вот мы этими спинами сейчас будем касаться спинов друг друга. Да? То есть как бы соединяем. Можем же представить, что мы одной рукой держим одного человека. Вот у нас есть два окошечка, слева и справа. Да? То есть как бы, и мы взялись одной рукой за руку одного человека, да? То есть другую руку за другого человека. И вот как бы мы держимся за руки, да, то есть как бы вот получилось у нас как бы вот несколько рядов таких вот цепочек. Но эти цепочки могут быть замкнуты, да, вот как бы вот те, кто с краю, они держатся за того, кто с другой стороны. У нас получается вот такие соединения, да, то есть. Но мы же говорим про состояние, да, то это состояние. Ну, значит, мы должны стоя это делать, а не сидя. Поэтому надо встать. Вот у Серафима Саровского было стояние на камне. Но он на коленях, правда, стоял, но все равно стоял. Мы на коленях становиться не будем, а будем просто стоять. Да? То есть, что мы будем делать сейчас? Я как бы объясню сначала. Значит, вот мы имеем вот такой прямоугольничек. Да? То есть, вот мы, когда кривую пиано смотрели, да, то есть, то мы видим, что у нас есть там тоже квадратики такие. Ну, вот у нас как бы модельные эти квадратики. Мы можем соединяться, да, то есть как бы вот слева и справа, да, а можем соединиться, взять и встать не прямо вот как бы ровненько, можем встать по диагонали, например, соединиться с тем квадратиком, который ниже, да, а можем соединиться с тем квадратиком, который выше. Можно соединиться через ряд, например, да, то есть как бы, то есть неважно через кого. То есть представим, что у нас эти вот, это как кубики, да, то есть это кубики, которые вот некую матрицу составляют. У нас хоть и только тут не 27 сегодня, а 23 участника, но там у кого-то там, может быть, еще кто-то есть рядом, да, то есть поэтому мы сейчас будем делать соединение. Как бы вот вы, не обязательно конкретно человека соединяться, да, то есть вы просто представили, что вот есть у вас перед вами есть человек, сзади вас есть человек, слева человек есть, справа человек, над вами человек есть и снизу есть человек, да, то есть как бы. И мы начинаем делать эти соединения, да, то есть мы можем руки держать как бы вот горизонтально, то есть влево-вправо, то есть мы соединяем левое с правым, да, то есть мы можем руку держать одну, допустим, влево, а другую прямо, да, то есть как бы вот мы соединяем два других кубика. Можем взять руку одну вверх, а другую вниз. Да? То есть как бы такой семафор у нас получается. Руки вверх, руки вниз. Как бы мы начинаем двигать руками. Да? То есть как бы соединяясь. То мы это делаем не... Ну как бы вот мы соединили руками, да, постояли, послушали. Потом в какой-то момент мы слушаем, как дальше, надо ли нам соединяться. Ну, дальше, может быть, раз соединились с другим человеком. Да, взялись. Вот мы можем же не только вперед, влево-вправо, да, по диагонали. То есть как бы вот вокруг нас есть вот как бы мы в центре матрицы, которая она кубическая, кубик, да, то есть 27 элементов. Вот это опять же 27 элементов матрицы развития. А мы как центральный элемент, например, в этой матрице. Да? Какой? Кто там у нас в центре находится этой матрицы? Это душа. Да, то есть как бы вот мы душа вот этой матрицы. Вот вокруг нас у каждого есть некая матрица развития, в которой мы сидим. Да, то есть и мы начинаем соединять элементы одни с элементами другими. Да, как бы, что формируем? Мы формируем следующий слой этих матриц, следующий кубик. Да, то есть другое отображение делаем. Потом следующий кубик и так далее. Заполнили, да, то есть какой-то момент. То есть вот пока
музыка играет, мы каким-то образом в какой-то момент делаем такое переключение. Услышали, раз, переключили, руки по-другому держим, да, и слушаем. То есть в этот момент мы еще прислушиваемся, что происходит с нами, что происходит с миром вокруг, да, то есть как вот эта матрица начинает с нами взаимодействовать. То есть мы начинаем вот эти элементы этих спиралек, да, то есть как бы соединять. То есть мы фактически что делаем, да, то есть у нас вот есть левое кручение, есть правое кручение. Да, есть время вперед, есть время назад. Мы можем же еще и поворачиваться, да, то есть не только стоять как бы лицом к экрану, можем еще повернуться. Да, то есть в одну сторону повернуться, в другую, повернуться в третью. Повернулись по часовой стрелке, у нас время вперед. Повернулись против часовой, время назад. Поэтому мы можем как бы время качать туда-сюда. Мы же говорили, что матрица развития – это возможность построения других линий времени, да, то есть других координат по душе, по разуму, по телу. Поэтому в зависимости от того, как мы сейчас будем соединять вот эти кубики нашего пространства близлежащего, да, то есть, но мы понимаем, что мы не одни, вот наш кубик, вот это 27 элементов, да, у каждого такие кубики, и мы еще как бы вот эти кубики друг с другом соединяем, да, то есть получается, что у нас вот сейчас мы будем как бы рисовать вот эту вот линию пиано, но только вот такую объемную, как некие объемные спирали, которые у нас будут вот связаны с нашими руками, с нашими световыми линиями. Понятно, да? Ну, хорошо. Если все понятно, тогда я сейчас включу музыку и начнем семафорить. То есть, что будем делать, да? То есть, знаете, такая есть азбука морская. Берут флажки и начинают ими вот туда-сюда махать. Да? То есть что дают? Посылают сигнал, как у Высоцкого. Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылает обратно. Поэтому будем, то есть мы работаем с некой информацией, да, как с неким алфавитом. То есть каждое движение – это некий алфавит, который мы проявляем вот через это движение. Поэтому мы как бы моделируем как некие буковки. Да? То есть мы руки так держим, это одна буковка, другое. Поэтому у нас получаться будут какие-то слова. Поэтому мы слушаем, какие слова мы тут начинаем генерить. Да? То есть у каждого свои какие-то слова, они будут соединяться с другими словами, с другими предложениями. Поэтому получается некое информационное многообразие, как некая структура языковая, которую мы сейчас будем здесь отображать. Какая структура? Да? То есть структура состояния, да, то есть как бы мы меняем свои собственные состояния и состояние окружающего мира. Так, секундочку, дополнение небольшое. Значит, у нас мы говорили про карту блага, да, то есть как бы теперь мы сейчас возьмем, настроимся на структуру блага дополнительно. То есть возьмем карту блага, благо голд, благо бриллиант, у кого что есть. Вот. И попробуем расширить поле событий. Ну, у нас карта блага, она расширяет на поле событий, то есть поле времени. Да, то есть мы как бы вот сейчас были локально выражены вот в неком объеме, да, то есть нашего вот матричного пространства, в котором мы сейчас оказались. А теперь давайте попробуем расширить его. Да? Вот мы как бы представляем, что наше это поле с помощью карты блага расширяет. То есть она нас поднимает по линии времени вверх, конус событий расширяется, и мы получаем большее пространство. Как бы мы переходим на следующий уровень мерности. Да? То есть у нас теперь как бы вот внутри этого нашего вот пространства, в котором мы создали определенный слой связей, да, то есть, ну, как вот в той картинке, которую я вам показывал, да, то есть сейчас мы переходим на следующий уровень, да, то есть там мы начинаем заполнять. Причем давайте представим, что вот эти вот кубики, которые вокруг нас, мы как бы вот создали, сделали связь. Щелк, вы слушаете, до какого, раз сформировалось, да, как бы.
Дальше этот кубик как бы сдвигается, ну, как вот как каретка в этой машинке, да, то есть как бы щелк, да, то есть и начинается следующее печатание, следующий букв, как бы там появляется следующая строка, да, то есть, как бы, и так вот как бы вот эти ряды, они начинают двигаться, и мы начинаем в этих рядах формировать следующие слои информационных сообщений, да, то есть, как бы, вот, соединяя одни информационные блоки с другими информационными блоками через свои вот световые связи, которые у нас есть. И тем самым мы получаем запрос, ответ на запрос, который у нас есть, который мы пришли на этот самый. С другой стороны, мы реализуем имитационную модель взаимодействия, да, с различными слоями реальности, и одновременно мы с информационным пространством, с ним взаимодействуем, формируем некий язык взаимодействия, который нам даст возможность формировать новые связи, новые соединения делать, да, то есть переходить в новую состоятельность, да, то есть формируя состояние проявленности более эффективное в этом мире. Да, то есть, ну, давайте сейчас поедем дальше. Следующую. Ну, давайте обсудим. Обсудим свои состояния. У каждого было свое состояние, и оно менялось. Кто может рассказать о своих состояниях? Что ощущалось? Мгм. Спасибо. Ну да, она будет развиваться, эта структура. Мы как бы ее тут начали проявлять, но я думаю, что она еще дальше будет разворачиваться. Я думаю, что вы нам напишите что-нибудь интересненькое на эту тему, как оно будет дальше. Вот Наташа Зайцева написала: ощущалось строительство этих изомеров, изомеров, изомеров и так далее, устойчивость и взаимосвязь. Хорошо, спасибо. Еще кто добавит? Чего? Что? Я немножко могу сказать. Давай, Люда. Ага. Ну вот в начале, когда первая композиция была, но даже еще мы не начали двигаться, уже стали формироваться вот эти такие квадратики, и они стали вот так вот в проекции, ну, раздвигаться. То есть получились такие, как коридоры. Вот. А когда уже все двигались, этих коридоров стало очень много, они, в общем, они такие разные формы имели. И в конце я уже увидела, как будто как бы из этих вот временных коридоров какой-то такой кристалл формировался. То есть, в общем, себя ощущали как бы внутри этого кристалла. А если как бы посмотреть со стороны, я увидела, что это просто сформированный такой кристалл времени, новый абсолютно. Когда стали вот дальше двигаться, вначале вообще ничего не видела, ничего не слышала, потому что была очень трудная неделя, и, вы знаете, я так кайфанула, что просто вообще ни о чем не думала, и ничего не было, мне было так хорошо. Вот. Ну, в конечном итоге немножко там увидела, что себя вот почему-то вот одну, что где-то очень далеко в таком черном, где-то в космосе, очень темное пространство, площадка прям была вот моя. И вот там что-то, как будто как из прошлого, что-то меняли, потому что когда вот руки двигались, вот я видела, как из такие огромные лучи шли. И вот эти лучи были в будущее направлены. Я не знаю, ну как вот такая вот у меня видение было. А в конце я вообще увидела себя вот как бы сверху. Сначала вот над Дивеево увидела, очень четко я там была, у меня там были интересные наблюдения. Вот. И я увидела, как вот у меня были огромные ладони, они были как площадки. И вот из них начала капать такие серебряные, дождь, как из серебряных капель. И вот он, ну, в общем, все это пространство, потом это стало по другим городам, как бы все потом над землей, вот эти серебряные капли, они стали проникать в землю, предметы, вот все это вот такая вот, как, я даже не знаю, может быть, это какая-то чистка или какое-то вот что-то вот, ну, не могу объяснить, что, но это вот как бы вот такая вот так я увидела. Ну, в общем, было очень классно, я отдохнула, спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну вот.
Воскресилась. Сегодня же воскресенье у нас. Хорошо. Ну, вы нам еще напишите что-нибудь в чат, я думаю, что потому что, может быть, про этот кристалл там времени что-то вот родится какая-то информация. Мы же сейчас все-таки с какими-то семантическими структурами тут взаимодействовали. И мне интересно, что проявится у каждого, если каждый что-нибудь попробует написать. Потому что это может быть как некие частицы, каждому как бы вот какие-то фрагменты какого-то более общего знания придут, а мы, может быть, потом из него сложим что-то вот интересненькое у нас получится. То есть я советую каждому попробовать что-нибудь написать, что в голову придет. Да, может, и не в голову, а просто вот придет и все, и без всякой головы. Еще кто добавит нам чего-нибудь интересного про свои состояния? Вот Сергей написал, да, вот, что ощущение уверенности и вера в себя. Вот состояние поменялось, да? Вот, хорошо. Давайте, Оксана. Да, интересные были ощущения сегодня, я прям картинки видела. Вначале, когда первая мелодия заиграла, я видела сначала спирали. То есть прям из рук выходили и вот такие закручивали спирали в разные стороны в пространство. Прям их очень, очень много было вот этих спиралей, и они прям как молнии стреляли, то есть формировалось пространство. А вторая мелодия уже потом, когда начали работать, тоже видела, как типа, как кристаллическая решетка, похоже, как вот на молекулу, вот, то есть как бы вот, ну, типа вот так вот это все выстраивалось, то есть именно как соты, то есть идет как сота, да, ячейка, и от нее идут вот связи, да, но они еще не наполняются, то есть только линии простраиваются, потом снова, допустим, новая ячейка, от нее снова новые линии, и получается такая кристаллическая решетка, прям она все пространство заполнялась, и вот эти связи, они все больше и больше, как паутина разрасталась, то есть ячейка формируется, от нее опять связи, опять ячейка, и вот это до бесконечности. Потом вижу, что вот эти ячейки стали наполняться прям плотностью энергии, то есть прям вот как вот духонаполненностью стало, то есть состояние, и стало меняться состояние, такая плотность появилась и внутри, и вот в этих ячейках, то есть оно начало меняться, и когда вы сказали, сейчас мы будем все объединять, еще до этой фразы, я вижу, что вот эти все, вот эта кристаллическая решетка, она начала уплотняться и формироваться уже в какую-то определенную, какую-то объединяться, да, то есть какая-то структура стала плотная, единая, и когда уже на последней мелодии вот эта вся кристаллическая решетка начала формировать, ну, то есть закручиваться таким большим вихрем, и начала сменяться плотность совершенно другая. То есть я вижу огромный шар уже, и я прям прочувствовала в руках, как будто, ну, типа ощущение, как будто вот мыльный пузырь, ну, плотность очень сильная, и я вот руками, как будто вот этот мыльный пузырь, да, его как формировала, то есть ощущение было вот в ладошках, вот как будто ты его прям трогаешь, и его вот можно было как-то лепить. И вот чем больше вот руки, да, то есть хотелось его настолько очень большим, ощущалось. То есть оно как бы вот его, он расширялся, уплотнялся. И самое интересное, я смотрю вот этот мыльный пузырь, да, вот этот шар огромный, и ты как будто как другая реальность. То есть смотришь, и вот бываете, вот, есть шар исполнения желаний, вот этот, смотришь в этот шар, вот этот огромный пузырь, и там вот это вот как будто реальность смотришь, как в зеркало, или что-то там вот в нем начинает меняться. То есть вот это вообще была такая трансформация очень быстрая. То есть сначала из одного появилось совершенно другое, и вот это огромное пространство, этот огромный шар, он прям вот заиграл своими красками, и там внутри вот эта энергия очень плотная, и прям как будто там много реальности в нем появлялось. То есть вот что ты хочешь увидеть, ты прям в него можно заглянуть и смотреть, как будто вот оно было ощущение, как будто ты его надышивал, одухотворял, и вот твоя реальность появлялась в этой реальности, вот в этом внутреннем шаре. Вот это было потрясающее состояние, то есть это было и плотность, и состояние менялось, и вот можно было им взаимодействовать, им как бы играть, что ли, то есть вот менять форму, уплотнять, давать цвет, то есть вот настолько это была такая структура, ну, очень супер, просто я прям телом этим ощутила и состоянием. Спасибо огромное. Спасибо, Оксана, очень интересно. Спасибо. Про свои состояния, как бы вот оно, как оно ощущалось, да, что менялось во время, ну, во время вот нашего разговора, потом во время движения.
что-то менялось, как бы вот отношение к тому запросу, который был формирован в начале, да, то есть какие ощущения были. Игра 15, вот когда-то была такая, было поле такое, там квадратиков 15, вернее, было их 16 ролей, но их квадратиков всего 15. И надо было выставить их в порядке, как они должны быть. Вот. И оказывается, что если взять и два последних квадратика, ну, любые два переставить, просто рядышком, да, то есть как бы одна нерешаемая, то есть ты не можешь ее вот просто двигая, то есть как бы просто в этой плоскости передвинуть, потому что мы как бы их передвинули в другой мерности, да, то есть как бы вот, и задача в этой мерности не решается. То есть поэтому пока не выйдешь в другую мерность, задачка не решается, поэтому если мы не меняем мерность решения своей собственной задачи, то мы, может быть, какие-то задачи не можем решить, да, то есть как бы за счет чего можно тогда решать? За счет соединения как бы вот с другими людьми, да, то есть с партнерами, с компаньонами, там, с людьми, которыми можно пообщаться на вебинаре, мы можем создать новые связи, да, то есть увеличить мерность, и тогда появляется шанс, что мы задачу сможем решить, но только уже не самостоятельно, да, то есть, а вот при взаимодействии групповом. То есть что мы можем? Мы проявить структуру, больше мерности можем, да, то есть через групповое взаимодействие, то есть соединение сделать, и поэтому получится новое состояние, и новая состоятельность, как возможность реализации. Да, карта блага нам как бы дает возможность расширения поля событий, да, то есть, но там же еще состоятельность должна быть, чтобы в этом поле событий что-то делать. Да, то есть если мы расширили, у нас же там нету опыта вот в этом расширенном поле, да, то есть состоянии, да, то есть событий, взаимодействовать, да, то есть поэтому мы должны изменить свое собственное состояние, изменить его, да, то есть изменить возможность с этим полем событий взаимодействовать. И тогда у нас есть шанс, что мы задачку на этом новом уровне реализуем, как бы заполним вот эти матрицу, которая у нас появилась в результате этого, да, как ячейки некие, да, то есть мы сможем их заполнить и реализовать, то есть нужными событиями в нужное время, в нужном месте. Вот. И вот Наташа Зайцева написала, что процесс продолжается, очень высоко продолжается матричное формирование во всех изомерных уровнях пространства мира и антимира. И вот Оксана написала, что видела эти пятнашки, но забыла сказать. Вот, поэтому не все игры, вот, которые нас вовлекают, да, то есть в этой реальности, не все игры могут быть, ну, как бы нам не то, что полезны, а решаемы. Да? То есть есть такая книга одного, «Как выйти из денежной игры». Да, то есть он там показывает, что, в принципе, вот народ там все о деньгах думает, о финансах и так далее, это все хорошо. Но есть, как говорит он, силы в мире, которые позволяют нам выйти из этой игры, да, то есть не участвовать в ней так же, как мы, а выйти, и тогда мир нас обеспечивает вот в нужное время нужными ресурсами для того, чтобы мы могли двигаться вперед, и потом, как говорят, по сеньке шапка, да, то есть как бы нам, насколько мы наработали, столько нам и будет дадено, да, то есть если мы хотим что-то добиться большего, ну, значит, нарабатывать надо, что нужно миру, и он нам это даст. То есть не вступать в эту игру, как бы, то есть, потому что он говорит, выиграть невозможно. То есть, ну, мы сами видим, да, то есть вот даже вот, годы перестройки, люди копили до этого какие-то ресурсы, и вдруг в одночасье все это обнулилось. Да, то есть как бы начинаешь опять с чистого лица, вроде бы опять всю эту игру. Но тем не менее, если как бы в поток вовлекаться, да, то есть в этом потоке проявлять себя, то есть этот поток выведет туда, куда надо. И можно сильно не заморачиваться. То есть я к тому, что не можно сильно не волноваться. То есть для чего вот мы как бы эту практику сейчас сделали, да, то есть не просто как бы мы там что-то сейчас синтезировали, что-то как бы там на космическом уровне что-то сделали там, вот, и как это нам все это применить. А применить это нам нужно каким образом? Вот у нас появилась тревога, вот у нас чего-то не хватает, или вот мы за кого-то тревожимся, или за свое здоровье тревожимся, но тревога есть, да, то есть есть состояние тревоги.
есть состояние какого-то вот неуверенности в себе, есть еще какие-то состояния, которые не дают нам нормально существовать. Да? То есть важно научиться выходить из этих состояний, переключаться. То есть тогда мы начинаем вот некий синтез, да? То есть мы начинаем включать себя в некое движение, да, где мы можем проявить свои световые характеристики, да, то есть соединить себя с чем-то вот в этом мире таким образом, чтобы к нам пришла нужная информация и чтобы изменили свое состояние, да, то есть из вот тревожного в творческое. Ну, и тогда начнет что-то в этом мире меняться, или проблема рассосется, или, глядишь, то есть, ну, это может быть не сразу, то есть вот, она начнет постепенно разрешаться. А если мы не будем поддерживать вот эти свои собственные страхи и какие-то убеждения в своей там беспомощности или в своей какой-то никчемности или ненужности, да, то есть мы будем понимать, что мы нечто большее в этом мире, то в этом мире вот надо в эту игру играть. Мы с миром играем в игру сотворцов. Да, то есть вот прозвучало, что мы творцы, поэтому сотворцы. Есть Творец, а мы ему в этом мире помогаем. Помогаем проявить замысел Творца. Вот на этой ноте можем сегодня завершить нашу встречу. Большое спасибо.